Для этого замечательного рецепта я беру один большой стакан воды, 300 мл. Вода комнатной температуры. В воду насыпаю пол чайной ложки соли и пол чайной ложки сахара. Сухие ингредиенты перемешиваем в воде, чтобы они растворились. Затем в воду добавляю 1 столовую ложку растительного масла и 150 граммов муки. Муку просею через сито. Снова перемешиваем все продукты, чтобы тесто стало однородным. Несколько веточек петрушки нарезаю достаточно мелко. И также отправляю в тесто. Петрушка ароматная, и тесто тоже сразу же пахнет приятно. Сковороду разогреваю на среднем огне. Немножко смазываю растительным маслом. Черпачок теста выливаем в сковороду. Все готовится очень быстро. Как только лепешка стала матовой, сверху я ее переворачиваю на другую сторону. Подрумянилась снизу, еще раз переворачиваю. Затем я беру одно сырое яйцо и выливаю на лепешку. Яйцо так вот распределяю по лепешке, чтобы оно лежало достаточно равномерно. Видите, какая красота у нас получается. Для особого аромата положу сюда кусочек сливочного масла и еще раз переверну. Пахнет просто потрясающе. Посмотрите, как замечательно, аппетитно у нас получается. И будет просто идеально, если мы посыпем сверху такую лепешечку зеленым луком. Хотя можно этого и не делать. Получается очень аппетитно, ароматно, сытно и вкусно. А сейчас я покажу второй вариант из того же теста, из тех же продуктов. Опять жарим лепешку. Все точно так же готовим до румяности с двух сторон. Готовую лепешку пока убираю со сковороды. Разбиваю одно яйцо, добавляю каплю соли, чуточку черного молотого перца и разбалтываю. Яйцо выливаю в сковороду, даю ему растечься и сразу же наверх кладу лепешку. Теперь эту красоту переворачиваю вместе. Наверх положу начинку из того, что есть в холодильнике. Пару листиков пекинской капусты нарезаю мелко. Выкладываю пекинскую капусту. Немного натертого твердого сыра и немного зеленого лука. Складываю эту лепешечку пополам. Опять-таки, для прекрасного аромата добавляю чуть-чуть сливочного масла. Здесь, наверное, меньше грамма. И вот так вот продолжаю подогревать, чтобы сыр внутри растаял. Можно еще вот так вот перевернуть, чтобы сливочное масло попало с двух сторон. Пахнет просто изумительно аппетитно.
Сыр внутри расплавился. Готовьте с удовольствием и напишите в комментариях, какой вариант вам кажется более интересным. Кстати, из приготовленного теста у нас получается 4 лепешки. Рецепт простой, экономный и сытный. И я рекомендую вам сразу подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк под видео. Пишите ваше мнение в комментариях. Я желаю вам мирного неба и крепкого здоровья. До встречи, как обычно, в следующем вкусном видео.